привет! Сегодня у меня такая тема интересная, что мой лендлорд, мой хозяин квартиры, он решил мне с Нового года поднять цену. Решила рассказать сейчас, так как у нас как раз вот возник вопрос, много было комментариев, сколько стоит в аренду квартиры, сколько стоит покупка квартиры. Я опубликовала не так давно видео, вышло у меня на канале, то есть сайт, который можно использовать для того, чтобы подобрать себе квартиру. Я надеюсь, для вас эта информация оказалась полезной. И что же произошло? У меня контракт с моим лендлордом был заключен до конца прошлого года, 2018. И в предыдущий, последний свой платеж в конце года мой лендлорд меня спросил, буду ли я продолжать с ним контракт или я поменяю квартиру. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. У меня такая возникла идея, я подумала, что все равно я буду уезжать, зачем мне эта куча мебели и зачем мне вот эти там кондиционеры, там, я не знаю, стиральные машины, холодильники, куда я это потом все буду сплавлять. Потому что это достаточно не быстро, быстро можно только продать, предположим, телевизор, компьютер, кондиционер, стиральную машину, холодильник, то есть такие вот электроприборы, их достаточно можно быстро продать. Но такие вещи, как мебель, там диваны, кресла, стулья, столы, это продать очень сложно. И стоимость, соответственно, очень-очень-очень низкая. Поэтому мне пришла в голову идея, что я продаю эту всю мебель, и я снимаю себе квартиру, в которой есть все. Я поэтому своему лендлорду сказала, что я не буду продолжать контракт, и я себе буду подбирать новую квартиру. Потому что он мне начал заикаться, я уже поняла, что у нас будет новый контракт, и я повышу тебе цену. Я сказала, что я занимаюсь поисками квартиры, я начала штудировать вот по этому сайту, кстати, OLX, я начала штудировать OLX, вот этот сайт, и я начала искать квартиры с мебелью, квартиры приблизительно вот в этих районах, в котором живем мы, в более-менее приличном районе. И оказалось, когда я стала искать, что в среднем квартира стоит не менее 4000 фунтов. 4, 4,5, 5 это с мебелью. Я свою квартиру снимала за $110, то есть это у меня приблизительно выходило чуть больше, наверное, 2000. Я, конечно, ничего подходящего где-то там в этом районе, хотя бы приблизительно, там хотя бы даже 1000 за 3, за 3,5 я ничего не нашла. И уже в середине января мне позвонил мой лендлорд и спросил, подобрала ли я себе квартиру. Я сказала, что нет, и что я буду заключать с ним контракт и буду продолжать с ним сотрудничество. То есть мы остаемся жить в этой квартире. То есть я ему сказала, что мы остаемся жить в этой квартире, и все. Он мне сказал, что я повышу тебе стоимость до 2500 фунтов. Выбора у меня, соответственно, не было никакого. И он сказал, хорошо, как он сказал, Ашанаель, потому что дети, я тебе сделаю не 2500, сделаю тебе 2400. Я расплачиваюсь с ним в 20-х числах каждого месяца, поэтому он пришел ко мне 23 или 24 января, и мы с ним заключили контракт на год. Вот такой контракт, он его заранее отпечатал, он все пропечатал, внес в стоимость, уже, соответственно, никаких долларов у нас с ним нет, у нас здесь прописана стоимость 2400 фунтов. И как бы этот контракт на год с 1 января 2019 по 31.12.2019. То есть контракт заключен на год. Что хочу сказать. Вообще по закону ваш лендлорд, то есть ваш хозяин квартиры, если вы снимаете у него квартиру, он не имеет права повышать стоимость квартиры раз в год более чем на 10%. Вы должны это учитывать и должны об этом знать. У меня немножко ситуация была с этим другая, потому что изначально стоимость квартиры была невысокая, изначально на моего мужа был договор аренды, и как бы из-за этого все вот немножко другая ситуация получилась. Ну а вообще лендлорд должен повышать вам раз в год на 10% стоимость квартиры. Поэтому мы остаемся пока здесь, в этой квартире, до того, как я уже смогу дальше принимать какие-то решения
и менять ситуацию. На данный момент вот такая ситуация, вот это я вам хотела рассказать. Что я еще хотела сказать? Сегодня мне на телефон раздался звонок, и мне позвонил мужчина, я не помню, по-моему, у меня даже это было в видео, когда я еще жила со своим мужем, он предлагал мне работу. Компания, которая продает овощи, фрукты в Россию, видимо, в Украину, египетская компания. Вот я к ним еще давным-давно, год назад ездила, но мы с ними не договорились в связи с тем, что мне нужен был более удобный график работы. Они предлагали работу с графиком с 9 до 5 вечера. У меня, соответственно, дети, мне их нужно забирать, приводить в школу, и мне это было не совсем удобно. Ну вот он мне позвонил сегодня, сказал, что если у тебя кто-то на примете, кто может прийти к нам работать, потому что у нас сейчас начинается сезон, и нам требуется срочно на сезонную работу русскоговорящие сотрудники, которые владеют английским языком. Я спросила, соответственно, все условия. Он сказал, что зарплата по результатам собеседования. Я предложила, соответственно, себя. Он говорит, хорошо, как бы с удовольствием мы с вами еще раз пообщаемся, подъезжайте к нам в офис. Я с ним договорилась, что я завтра подъеду к ним в офис после 12. Какая еще новость? Я созвонилась с адвокатом. Очередное заседание у нас назначено на 8 февраля. Это уже будет 3-е заседание. Но не так давно мне позвонил мой адвокат и сказал, что мне нужно еще раз приехать в суд для того, чтобы отдать моему мужу вот этот махр, который у меня был прописан, 50 фунтов. Так что я завтра должна поехать в суд, видимо, заполнить какие-то бумаги, отдать эти 50 фунтов. И все, и ждать 8 февраля. Почему я должна выплатить своему мужу эти 50 фунтов несчастного этого махра, который у меня был прописан в моем договоре в Орфе, в первоначальном? Если вы помните, я рассказывала, в Египте семейный кодекс, семейное право, оно основывается на законах шариата, на исламских законах. Соответственно, по исламу, если женщина делает сама развод, который называется хула, она обязана мужу вернуть тот махр, который он ей давал. В данном случае мне повезло. У меня был махр 50 фунтов, который я, кстати, от мужа так и не получила. Так как я являюсь инициатором развода в данной ситуации, я делаю развод хулы, я должна своему мужу обратно вернуть эти 50 фунтов, которые он мне не давал. Так что вот такая ситуация. Завтра я еду в суд. И завтра я еду на собеседование в компанию. Я у них, в принципе, была в этой компании, я с ними уже проходила собеседование, но у нас возникла загвоздка именно с тем, что меня такое время не устраивало. Но сейчас у меня такая ситуация, мне, как говорится, все хорошо, так как я единственный человек, кто обеспечивает семью, поэтому я поеду, буду разговаривать и посмотрим, что из этого получится. На сегодня все. Всем спасибо большое за внимание. Пока.